Я вот хочу чуть больше задержаться в Германии, чтобы как-то финансово помочь своей семье. Но в дальнейшем я планирую вернуться в Украину. Я бы хотела там жить, хотела бы помогать отстраивать Украину. И не знаю как, конечно. Всем привет, меня зовут Сергей Фалдин, и это проект «Нерассказанная история», где мы берем интервью у обычных людей, которые находятся сейчас в Украине или в России, и рассказываем про последствия этой войны. И в этом выпуске мы хотим поговорить немножко о другой части войны, а именно про иммиграцию. Очень много мы читаем в новостях, что сбежало много украинцев в Европу, но куда конкретно, чем они там занимаются, кто им помогает. В этом выпуске вы увидите наш разговор с Ирой. Ира киевлянка, она переехала в Германию и сейчас там находится. Ей помогают волонтеры, она отчаянно ищет работу. Она рассказывает про то, как ей помогает правительство Германии, о том, как она ищет себе немецких друзей и вообще о том, как устроен процесс иммиграции украинцев в Европу. Но перед тем, как мы перейдем к видео, я хочу сказать еще одну вещь, а именно, что мы в нашем проекте начали собирать донаты на помощь Украине. Ссылку вы можете прочитать в описании. 50% этих донатов идет напрямую в Украину, причем не куда-то вообще в Украину, а конкретным людям, с которыми мы общаемся и которым мы знаем, что нужна помощь, а другие 50% помогают нам финансировать эти видео, чтобы мы продолжали их делать. Но не буду вас больше отвлекать, давайте посмотрим интервью с Ирой из Киева, которая сейчас живет в Германии. Слушай, мы хотели на самом деле у тебя поспрашивать несколько вещей. С одной стороны, нам очень интересно узнать поподробнее про Киев и про первые дни войны в Киеве, да, потому что, насколько я понимаю, ты там была, когда все началось. И мы хотели бы весь разговор, на самом деле, построить больше про миграцию и про то, как ты переехала в Германию, где ты сейчас находишься, то, как тебе помогали, то, как вообще процесс вот этого, ну, если можно назвать, бегства из Украины выглядит, потому что, мне кажется, это актуально очень многим, кто сейчас находится в городах, где нет боевых действий, кто думает уехать, не уехать. У нас вот лично друзья сейчас находятся там в Одессе, которые думают уезжать, не уезжать. Ну, хочется вообще поподробнее про этот процесс поговорить, потому что, мне кажется, про него мало кто говорит, да, то есть вроде говорят, типа, что украинцы могут убежать в Европу, но куда конкретно и как, это не очень понятно. Вот, ну, давай начнем, наверное, с начала войны, с Киева. Как для тебя вообще война началась? Да, как у тебя проходили первые дни, и были ли они в Киеве или где? Война началась, как и у всех украинцев. Это в 6, по-моему, утра мне позвонила мама, мне звонили все мои родственники. Я после рабочей смены, я была вообще в отключке, я отключала все телефоны, не брала трубку. Спустя час я понимаю, что это произошло. Мне звонят очень много раз, я понимаю, что-то неладно. Я беру трубку, в слезах мама, бабушка, все плачут, говорят, что началась война. У меня ступор, ну, не может быть такого, я не верю, нет, не может быть, я отнекиваюсь, говорю, да-да-да, хорошо, и дальше пошла спать. Потом уже спустя час я начала слышать взрывы, будучи в Киеве, уже началась сирена, где-то часов в 9 утра началась сирена, я начала осознавать, что все, реально война. Я давай смотреть, как можно выехать с Киева. Начали писать новости, что все, железная дорога закрыта, перекрыта, все, выезд с Киева перекрыт. Я не понимаю, что делать, куда ехать, что с этим делать. В итоге я осталась в Киеве, я уехала к своему знакомому, чтобы не было так страшно. Он живет вот возле Бучи, Гостомеля и вот этих населенных пунктов около Киева. И это была прям моя ошибка, потому что все боевые действия проходили именно вот там, в Буте, в Гостомеле, Ирпене. И вот я прям очень сильно слышала все эти взрывы, все вот эти боевые действия. У нас окна прям тряслись, стены тряслись. Ночью вообще невозможно было спать, потому что ты спишь, и ты слышишь, как над тобой взлетает какой-то самолет, и ты понимаешь, что сейчас вот рядом возле тебя что-то упадет, и вот прям как будто 2 метра над тобой летит.
Это прям очень непередаваемые ощущения. До сих пор, когда слышу самолет, сразу у меня вот это осталось. Вот. Потом я там пожила у этого знакомого 4 дня, и я все-таки уехала к себе на квартиру. Я жила на Святошинском районе. У нас плюс-минус было спокойно в самом Киеве, в центре Киева, ну, ничего такого. Очень часто были сирены, очень часто опасность была вот ракетного удара, вот, но в принципе нормально. Но вот больше всего, конечно, пострадала Киевская область. У меня есть знакомая в Буче, я знаю вот историю, которая непосредственно произошла, это 100%. У нее она пыталась убежать со своей семьей из Бучи. Да, она, папа, маленькая сестра и ее мачеха. Они 2 недели сидели в подвале, и вот спустя 2 недели они решили уехать, сели в машину, встретили на пути российских солдат, вот, и папа говорит: можно я отвезу своих детей, свою семью и вернусь, сделайте со мной что хотите, только дайте мне увезти свою семью. Они сказали: да, хорошо, мы вас пропускаем. Он разворачивается, идет назад в машину, и они со спины его полностью расстреляли насмерть, задели руку девочки маленькой, сестры моей знакомой, впоследствии чего пришлось ампутировать эту руку ее, и она сейчас находится на лечении Подожди, в это Италии. как раз та же история, что нам рассказывала девушка, у которой мы брали интервью из Бучи. Она ровно эту историю Абсолютно, да. рассказывала, что они попросили выехать, что им сказали: да-да, уезжайте. Человек уходит, и вслед машину расстреливают. Отец умирает, мать жива, у девочки ампутировали руку, она с этой рукой еще 2 дня в подвале с пулей была. Да. Вот это Буквально 2 недели назад у нас было интервью с Вероникой из Бучи. Да, она слово в слово рассказывает то, что ты говоришь. это просто старшая сестра этой девочки маленькой. Я с ней работала, мы с ней очень хорошие знакомые, и вот она мне все это рассказала, и я просто, ну, когда это происходит с кем-то, ну, незнакомым тебе, то да, а когда это со знакомыми твоими происходит, это вообще очень страшно. Слушай, а Вот. где они сейчас? Вот эта семья. Они, мама и с девочкой, они в Италии на лечении, а вот старшая сестра, которая моя подруга, она на Западной Украине, она осталась в Украине. Вот. Ну, Как она сейчас они, проходит, судя по, ну, вот, общению, если ты она проходит общаешься? сейчас лечение с психотерапевтом, вот та, что моя знакомая, а девочка маленькая, в принципе, хорошо, она реабилитацию проходит, у нее хороший настрой, она вообще девочка, ну, боевая, молодец, не опускает руки, она, наоборот, гордится тем, что она выжила, она смогла это все перебороть, хоть она осталась с одной ручкой, но она все-таки, ну, держится молодцом, и вроде как все хорошо. Вот, я была в Киеве на протяжении 2 недель, находилась в Киеве. Ну, я, в принципе, не собиралась никуда уезжать, но мой папа настоял на том, чтобы я уехала с Киева вместе с его женой и маленьким братом 3 года. Мы уехали на Западную Украину сначала к своим родственникам, и потом впоследствии решили уехать в Германию. Тоже у нас здесь есть тетя, она нас приютила, она всячески помогла нам. Вот. Как происходила эвакуация вообще с Киева? Очень много людей на вокзале, просто, ну, нереальное количество. По несколько дней там люди ночевали, потому что у нас после 8 часов никуда не можно выходить А на улицу. можно я тебя спрошу, Ир, а на какой день вы решили переехать в итоге? Ну вот спустя 2 недели я решила уехать с Киева. Ну, То есть, ну, ты папа. была в Киеве, потом ты поехала в Бучу, насколько я понял, да, и потом ты вернулась обратно в Киев. Не в Нет, Бучу, а рядом с Бучей. да, я в первые дни войны, я сразу 4 дня побыла возле Бучи. Вот, а потом я вернулась в свою квартиру и 2 недели была там, в Киеве.
Вот. А потом уже через 2 недели я решила уехать с Киева. Вот. Уезжала я на поезде, эвакуационный поезд, специально для людей, которые вот хотят А эвакуироваться. откуда отходил этот поезд? Это был Киевский вокзал, да? Киевский центральный вокзал пассажирский. Вот. И оттуда, да, я поехала. Людей было очень много, там в вагоне, наверное, человек, не знаю, ну, 200 было в одном вагоне. Очень много, прям очень много людей. И мы сидели один на другом, и стояли люди, и на полу лежали, и сидели, ну, просто Как ужас. люди были настроены в вагоне? Какое у них Паника, настроение было? все ехали, мы вот ехали, пока я услышала столько историй, что большинство потеряли все, что имели, все свои дома, там, квартиры, машины, и они бегут, потому что у них нет ну, ни дома, ничего, у некоторых там семья уже расстреляна, то еще что-то. Ну, то есть такая паника была у людей, все бежали со своими животными, вот, с собаками, с котами. Ой, это Я читал историю, мне кажется, в Нью-Йоркере о том, как вот эта эвакуация происходила, и очень много очевидцев говорят, что было очень много домашних животных. Ну, то есть, что украинцы взяли всех с собой, по 2 собаки, по 3 кошки, и что один журналист американский, он прям удивился, что ну, украинцы настолько как бы держатся за своих питомцев, что они как дети. все, многие пооставляли своих животных. Я знаю много ситуаций, что вот те, кто держал питомники, у кого были питомники, то они оставили много собак и котов, и вот когда уже освободили Киевскую область, пришли и увидели, что ну, трупы животных, что их просто ну, не выпустили даже из питомников, а просто оставили там умирать без воды, без еды. Ну, тоже такие случаи были. Но я при этом вот разговаривала с девушкой из Бучи, у которой мы брали интервью. Она говорит, что, ну, как бы там настолько жесть была, что вот на улицу нельзя было выйти, они в подвалах сидели. И она просила, ну, не ругать сильно этих людей, которые владельцы питомников. Она говорит, люди делали все, что могли, и если бы там была возможность, они бы отпустили. А если не отпустили, значит, ну, как бы не было возможности, потому что жесть происходила, всех как бы расстреливали, ну, все, что мы сейчас видим. Понятно, когда у тебя стрессовая ситуация, ты, ну, я не знаю, как бы я поступила на месте этих людей. Я еще плюс-минус нормально пережила все это, потому что я не была ни разу не спускалась ни в подвал, ни в бомбоубежище. Но я жила на первом этаже и плюс-минус ну, не сильно переживала об этом. Кстати, когда я уехала через 2 недели вот со своего района, его прям полностью оббомбили, там взорвали рядом возле нас, был завод, уехал. Вот. Ну что, эвакуировались мы, добрались до Западной Украины, очень долго добирались. Мы добирались где-то больше, чем сутки. Вот. И люди, кстати, мы когда добрались до вокзала, ночью мы приехали, нам нельзя было никуда выбираться с вокзала, потому что у нас же комендантский час, то волонтеры нам организовали вот место, где мы можем переночевать, там возле вокзала, в садике. Нас накормили, нас напоили, то есть это все организовали. Как И уже утром, выглядело место, где люди спали в садике? ну, обычный садик, не прям лакшери условия, конечно же, но они попытались вот как можно комфортнее нам все это организовать, и в столовой нас накормили, вот. Мы спокойно переспали ночь, и утром уже могли добираться до своих конечных точек. Вот, я А ты добралась ехала изначально в Германию, потому что знала, что у тебя там родственники, да? просто на Западную Украину. У меня там папа и его жена и младший брат, они заранее поехали вот на Западную Украину, а я была в Киеве, я отказывалась просто уезжать, просто, ну, я не хотела никуда уезжать, и у меня такой патриотичный настрой был, что я не оставлю свой Киев, как, ну, умру, не умру, мне не хотелось никуда уезжать.
Вот. А папа все-таки настоял, и они за день ранее уехали на Западную Украину, я к ним потом уже тоже приехала. Мы посидели пару дней вот у своих родственников на Западной, и все-таки решили уезжать в Германию. Вот, у нас А там люди есть... другие, которые с тобой ехали в поезде, ты спрашивал у них, куда они едут? Кто куда? Все ехали на Западную, но никто из них толком не знал, что будет дальше. Они просто в панике бежали, лишь бы куда. О своих планах они не знали, но, конечно, они хотели куда-то либо в Польшу, либо в Германию. Вот. Но толком я не знаю. Ну, то есть ни у кого не было вот прям цели уехать куда-то за границу. Все хотели просто уехать подальше от бомбежки, от сирен и так далее. В принципе, я тоже не рассчитывала, что я куда-то выйду из Украины, и не было даже желания. Вот, но потом впоследствии мы решили все-таки ехать в Германию, потому что у нас здесь есть тетя, и она, ну, мы в более выгодных условиях, нежели другие беженцы, у которых нет ни знакомых, ничего за границей. Вот, мы сюда приехали, мы ехали, нас папа отвез сначала на границу с Румынией, мы там прошли эту границу, было очень холодно, как раз в этот день пошел большой снег, -7 было или -8, и очень большая очередь из людей была. Там очень много детей, грудных детей на колясках, вот маленьких, женщин много. Мы где-то стояли 1,5 часа на границе. Вот. Но это еще плюс-минус нормально, потому что те, кто бежал через польскую границу, очень долго. Прям у меня девочка с работы знакомая, она добиралась 3 суток с Киева до Польши, потому что прям большое количество людей на границе. Вот, мы перешли границу с Румынией, нас там встретил наш знакомый, мы предварительно договорились о встрече, что он нас встретит, он нас забрал, довез до автобусной станции, вот, и на автобусе мы уже поехали в Германию. А твой Ехали, папа, он с вами или он остался? нас же не выпускают никого из, из Украины, мужчин не выпускают. Он остался, он уехал в Киев, вот, а потом уехал к себе на родину. Мы из Черниговской области вообще родом, вот, и он уехал сейчас уже в Черниговской области сейчас. Ты поддерживаешь с ним связь сейчас? Как у него дела обстоят? Ну, поначалу у нас там в Черниговской области было неспокойно, потому что сам Чернигов полностью разбомбили, но мы как раз в такой точке находимся, что нас не задело. Единственное, что было, у нас много техники русской, больше 200 единиц там военных танков было, проходило у нас через наш город. Вот. Но сейчас все спокойно, все вот военные, они отошли. И, насколько я знаю, они просто дислокацию поменяли свою и перешли на восток Украины. А вот Черниговская область, Киевская область, сейчас Сумская область, все полностью зачистили, никого из русских военных больше нет там. Вот. Давай, знаешь что, можно я тебя спрошу немножко про Германию и про то, ну, где сейчас находишься? Во-первых, ну, где, в какой части Германии ты находишься, и можешь описать, ну, настроение, обстановку? Ты наверняка общаешься там с другими людьми из Украины, которые находятся в Германии. Как вообще настроение людей, немцев и людей, которые в Украине сейчас? Так, я сейчас нахожусь в центре Германии, это Фульда. Фульда, она находится возле Франкфурта, час езды от Франкфурта. Здесь 100 тысяч населения где-то. В принципе, городок очень приятный, комфортный для жизни. Здесь очень много волонтеров как самих немцев, так и украинцев, и русских. Русские очень сильно помогают. Ну, также, конечно, есть русские, которые негативно настроены, но все же.
Вот, здесь очень А много что эти чего русские, которые негативно настроены, говорят? Как они могут быть негативно настроены вообще? а-ля мы беженцы, мы на все готовое сюда приехали, нам ну, то есть мы пытаемся как-то узнать информацию, что платно, что для нас бесплатно, потому что много что для нас бесплатно, вот, а они вот как будто бы на нас говорят, что мы приехали сюда, чтобы наживиться на немцах, на людях, которые платят вот эти налоги, и мы вот за счет вот налогов хотим здесь жить. Ну, короче, вот в таком плане, Причем это что говорят русские, а не немцы, которые платят налоги. вот, да. И что? Ну, вот здесь очень много что для нас бесплатно. То есть там карточка, сим-карта, там на 3 месяца нам бесплатно дается, банковская карта, вот мы открывали банковскую карту бесплатно, проезд бесплатно на автобусе, на поезде тоже, на некоторых поездах бесплатно. Вот, здесь есть продукты питания, там раз в неделю ты тоже получаешь бесплатно. Тафл, по-моему, называется эта организация. Вот. Ну, в принципе, более чем комфортно. Много семей, которые вот кому некому сюда негде жить, вот много семей, они забирают к себе беженцев и на первое время им помогают, а потом уже, конечно, когда приходит соцвыплата, то люди уже сами съезжают и сами снимают себе квартиры. Какой размер соцвыплаты? Пока что мы не получили, никто из моих знакомых пока что не получил, но, насколько я знаю, это где-то 370 евро или 400 евро, это на одного взрослого, на ребенка 260 евро, на родителей 350, ну, что-то типа такого, 350 евро. Мы еще не получали, мы месяц здесь, вот, но А пока это что ежемесячно или это единоразовый платеж? на ежемесячный. И это, Также, получается, деньги реально налогоплательщиков, да, в Германии? То есть это правительство Германии выплачивает? ну, правительство, да, Германии выплачивает, но не знаю, откуда деньги налогоплательщиков, либо нет, я не знаю. А ты говоришь волонтеры, а что эти волонтеры делают, которых ты встречаешь? Во-первых, это кто? Это немцы или это все подряд? И как они помогают? Ну, вот есть, например, волонтерская организация, немецкая волонтерская организация, которая помогает вот с курсами по немецкому бесплатно. Это не сертифицированные курсы, это больше как подготовительные курсы, базовые, там А1, А2 уровень. Вот, они помогают с трудоустройством, заполнением бумаг. Вот, некоторые волонтеры — это уже сами украинцы, которые давно сюда переехали, и русские, адекватные русские и адекватные украинцы, которые все это понимают, они объединяются, и вот там устраивают какие-то благотворительные вечера, сбор средств на пожертвование Украине, вот какие-то бесплатные обеды, бесплатные экскурсии организовывают, вот, ну, пытаются как-то адаптировать украинцев в эту среду и помогают с курсами, с разными, со спортивными какими-то секциями, в школу устроить, в детсад устроить ребенка, вот так вот помогают. Что касательно документов, ты сейчас на каких правах там? Ты показывала паспорт или... Большинство сейчас оформляется не как беженцы, а как на временную защиту. Это параграф 24. То есть этот параграф позволяет тебе на протяжении года находиться в Германии, иметь право на работу, социальную помощь и также медицинское страхование. Медицинская страховка, ты можешь обратиться к любому врачу и бесплатно иметь право на консультацию, там, лечение и так далее.
Вот, именно этот параграф 24 позволяет, и ты можешь в любое время выехать куда-то, в любую страну, то есть ты не как беженец, вот если беженцем оформиться, ты там очень долго ждешь вот этого решения, ты не имеешь права на работу и не имеешь права на выезд. А здесь все-таки как-то больше Ну, прав. а можно этот параграф 24 оформить, если у тебя нет документов вообще? Или если у тебя нет документов, то ты как беженец подаешься? Там, насколько я знаю, можно оформиться, если у тебя есть хотя бы внутренний паспорт, ну, паспорт Украины. Вот, и если нет загранпаспорта, то тоже оформляют. Ну, главное, чтобы был хоть какой-то паспорт, хоть какой-то, ну, хоть какой-то документ. А чем Но занимаются украинцы, которые приезжают туда и вот получают вот эту карточку? чем занимаются в плане работы или вообще? В плане Вообще и в плане работы, работы. ну, не знаю. Ну, работу здесь тяжело найти, если честно, потому что здесь везде нужен язык, хотя бы английский, там свободно разговаривать на английском, и немецкий очень нужен везде. Я сама сейчас в активном поиске работы, но пока что ничего найти не могу. Вот. Чем ты занимаешься? Как ты проводишь свой досуг сейчас? То есть на что Я ты тратишь свое время? вот, да, хотела рассказать, чем я занимаюсь. Я хожу на курсы, у меня 3 раза в неделю курсы. Вот, потом здесь есть организация, «Родник» называется, она здесь есть 20, на протяжении 20 лет работает. Это организация, которая, ну, русские, украинцы, немцы, они объединились, вот, и проводят разную экскурсии, вот, какие-то танцевальные курсы, какие-то творческие курсы. И вот они меня позвали в качестве фитнес-тренера для девушек там, от 12 до 40 лет. Я просто всю свою жизнь занимаюсь спортом, баскетболом, легкой атлетикой, и, в принципе, я согласилась как волонтерство, это бесплатно заниматься фитнесом, там, спортом, растяжкой с девушками, женщинами, вот. И скоро должны пройти у нас как курсы. Это 5 дней, нас отправляют на 5 дней в горы, и мы там будем проходить курсы, которые позволят нам, вот, мы получим сертификат, который говорит, что мы имеем право работать с людьми, с детьми, как, ну, в общем, какие-то плюшки мы получим. Вот, это все бесплатно. Вот, ну, я пытаюсь не сидеть на месте, пытаюсь со всеми общаться, знакомиться. У меня уже есть много знакомых немцев моего возраста. Там уже появились у меня друзья немцы. Ты То говоришь есть по-немецки или по-английски с ними? я в основном говорю по-английски, да. У меня, в принципе, неплохой уровень английского, вот, и здесь все тоже английский понимают, знают, и, в принципе, проблем нет в А коммуникации. насколько большое у тебя комьюнити украинцев? Ну, честно, не сильно большой. У меня больше здесь знакомых немцев, чем украинцев. Ну, вот именно в нашем городе, не знаю, почему-то очень мало именно людей моего возраста, молодых. В основном сюда приехали люди постарше с Украины. Вот. А в остальных городах Германии у меня много знакомых моих девочек с Украины. Вот, и мы хотим как-то вот встретиться. А что у тебя по планам? Есть ли у тебя вообще понимание того, куда ты планируешь двигаться дальше? Останешься ли ты в Германии, вернешься ли ты в Украину, поедешь ли ты дальше, не знаю, там в Америку, в Англию, что угодно? Честно, вообще нет ни единой мысли, что делать дальше. Я просто пытаюсь сейчас как-то адаптироваться к жизни в Германии именно сейчас. На будущее я ничего не хочу планировать, потому что, ну вот правда, я не знаю, что будет дальше. Конечно же, очень хотелось бы вернуться в дальнейшем в Украину, э, потому что, ну,
Я очень большой патриот своей страны, и я бы хотела все-таки вернуться, просто не сразу, потому что я понимаю, что там будет очень большая разруха в плане экономики, в плане работы, э, финансово, и я бы хотела здесь как-то обустроиться, подзаработать, финансово помочь своей семье, потому что у меня сейчас дома мама получает, почти ничего не получает, отказались выплачивать им зарплату, вот, и у них нет налички в банках, то есть они снимают по 500 гривен в неделю, им разрешили снять. Это если перевести в доллары или евро, ну, это сколько получается? 50, ой, не 50, 30 евро где-то в неделю. Ну, то есть очень тяжело сейчас. Я вот хочу чуть больше задержаться в Германии, чтобы как-то финансово помочь своей семье. Но в дальнейшем я планирую вернуться в Украину. Я бы хотела там жить, хотела бы помогать отстраивать Украину. И не знаю как, конечно. Получается, ты сейчас у тети в Германии, а твоя мама в Украине. Почему она не выехала с тобой? Потому что, когда началась война, она была в Черниговской области, и там поначалу все боевые действия вот проходили именно возле них, и доступ... Но она не могла выбраться с Черниговской области никак. Там очень плохая развязка транспортная, и если бы она была в Киеве, то это одно дело, а так оттуда было тяжело выбраться вообще. Там остался мой брат, 13 лет ему мама, бабушка, там, ну, все остались. Вот. Ну, просто элементарно выехать было невозможно оттуда. Знаешь, что интересно? Ты говоришь про то, что ты обязательно хочешь вернуться в Украину. Мне просто кажется, что будь Россия в такой ситуации, большинство русских бы не захотело вернуться обратно в страну. Я просто вот, ну, ты уже не первый человек, с которым мы общаемся, уровень патриотизма в Украине, он такой очень высокий по сравнению с Россией тоже и так далее. То есть русские, они мечтают уехать, переехать, и это, как бы, знаешь, цель каждого человека в жизни. И я тебя спрашиваю этот вопрос такой немножко с подвохом, потому что я думал, что ты скажешь мне: да, конечно, я там хочу переехать в Европу, хочу жить в Америке, там сейчас много возможностей для украинцев, я буду ими пользоваться. А ты, ну и большинство людей, с которыми мы общаемся, они говорят ровно обратно. Они говорят: нет, я хочу вернуться в страну как можно скорее. Я абсолютно временно. На самом деле, это была моя большая мечта с самого детства куда-то уехать за границу. Я первый раз вообще за границей, никогда в жизни не была за границами вообще, ну, за границей Украины. Вот, а когда вот это произошло, я вот еду там, смотрю вокруг, красота просто, Европа, горы, а у меня такое недовольное лицо, ну, как будто бы, ну, это мне даром и не надо, вот честно, даром оно мне не сдалось такой ценой. И вот эта ситуация, на самом деле, мы никогда не были такими патриотичными, и никогда не любили президента своего, власть. Но вот сейчас то, что происходит, эта ситуация вот реально дала нам многое. Она поменяла полностью наш менталитет, полностью изменила всех украинцев, и мы такими сильными именно духовно никогда не были. И честно, вот все, кто уехал сейчас за границу, все мои знакомые, они все хотят вернуться в Украину. Все. Вот никто не радуется тому, что вот я за границей, я в Европе. Никто не снимает там истории. Вот смотрите, я гуляю по Европе, я в Германии. Все переживают за Украину, и все хотят в дальнейшем вернуться. Потому что мы знаем, что мы отстроим такую Украину, она будет в 100 раз красивее, в 100 раз мощнее, и мы захотим туда вернуться. Не будет другого варианта, чтобы туда не вернуться. Дай бог, это будет поскорее. Расскажи, Да. чем ты занималась в Киеве вот до того, как война наступила? А в Киеве я
я вот в 21 году закончила университет. Я училась на международные экономические отношения и международный маркетинг. Вот, и по профессии не удалось поработать, не успела. Я работала в фэшн-индустрии, продавцом-консультантом в бутике, вот, и работала также параллельно еще баристой. 9 месяцев в кофейне, да, баристой работала. Ну, вот и все. Занималась танцами, проводила время с друзьями, путешествовала. То есть, не знаю, была такая яркая, насыщенная жизнь. Ничто не предвещало беды, строила планы. Ну, то есть А вот в первый день тебе вот с обоих работ что написали? Там: "Не приходи сегодня", или даже не было разговора? вот сразу же все написали, что: "Ребята, оставайтесь дома, это все небезопасно". Ам, вот. Ну, всем моим знакомым, кто там на работе, то всем сразу же оповестили о том, чтобы мы оставались дома. Работа прекращается, но те, кто могут работать онлайн, те работают онлайн, работали онлайн из дома. А в Киеве вообще сейчас работают вот магазины одежды там и так далее? Сейчас, насколько я знаю, возобновляется работа многих магазинов, там, бутиков, в торговые центры точно не знаю. Кофейни работают, салоны уже работают. Ну, то есть как-то пытаются вот ФОПы помочь экономике Украины, как-то ее поднять, потому что это ужас. И вот мой магазин, где я работала в ГЭСе, ГЭС, Левайс, Hugo Boss, вот эти все магазины, тоже возобновляют свою работу, уже звали нас вернуться назад, кто может, вот в магазин. Действительно, из России уходят, а в Украине, пока война, открываются, продолжают работать. Да. Как ты думаешь, когда война закончится, и ты вернешься в Украину, и все в Украине будут строить прекрасную Украину будущего, чем ты будешь заниматься? Ну, я все время мечтала заниматься веб-дизайном, маркетингом, вот диджитал, короче, вот с индустрией, вот этой сферой, и все никак не доходили руки. Я помню, я все время э, как-то себя настраивала, все, вот это все, это то время, чтобы начать учиться, и все как-то не доходили руки, и я надеюсь, что все-таки я обуздаю эту сферу дизайна, маркетинга и так далее. Я бы хотела вот этим заниматься. Скажи, еще, как ты себя чувствуешь сейчас, вот будучи в Германии? Я поясню. Есть люди, которые в Украине, и они тоже как бы сейчас находятся, знаешь, вроде бы не совсем в опасной ситуации, но все равно поступают какие-то риски, угрозы, что там завтра это будут бомбить и так далее. И они как бы так сомневаются, ехать, не ехать, как они будут себя чувствовать в другой стране и так далее. Расскажи, как вообще тебе находиться там, насколько ты ощущаешь поддержку волонтеров, насколько ты ощущаешь, что ты можешь положиться на кого-то, и насколько ты чувствуешь себя безопасно, безопаснее, чем в Украине или нет? В плане комфорта здесь вообще супер. Немцы сами очень, ну, открытые, отзывчивые. Когда они слышат, что я с Украины, они сразу пытаются мне помочь. Многие помогают финансово, многие помогают просто продуктами, просто так. Очень сердечные люди здесь живут. И на самом деле я чувствую себя здесь комфортно, в безопасности. Я тут познакомилась с молодым человеком, и вот, ну, благодаря ему, конечно же, очень сильно он влияет на чувство моего комфорта и безопасности. И, ну, одной бы мне, конечно, здесь было бы, наверное, тяжело, но если ехать сюда, то, конечно, с кем-то, хоть, не знаю, с какой-то подругой, знакомой, там, тетей, мамой, не знаю, бабушкой, но одному, конечно, будет тяжело.
Но, в принципе, если человек коммуникабельный и общительный, то здесь легко можно найти знакомства, э, и ты точно не будешь одинок или еще что-то. Но единственное, что вот в первые недели мне было тяжело осознавать, что я нахожусь в безопасности, а там мои родные, они сейчас находятся на войне. И вот это, конечно, вот чувство меня как-то гложило, и было неприятно, не знаю, ну, как-то нечестно, что я нахожусь в спокойствии, в безопасности, а вот мои родные нет. Ну, это, наверное, со всеми так, кто сейчас в безопасности находится. А что тебе помогло как-то справиться? Что тебе помогло справиться с этим чувством? Время. Вот надо это все как-то прожить, пережить, и окружающие люди меня, вот поддержка со стороны. А, Тот же молодой человек, с которым я вот встретилась, он, ну, как-то отвлекаешься от этого всего. Я просто начала жить дальше и понимать, что если я начну жить дальше, я начну возвращаться в ритм, я начну возвращаться в работу, то я смогу помочь как-то своим людям с Украины. И то, что я, ну, сейчас буду грустить, как-то себя дезморалить, в депрессию впадать, то это никак не поможет. А раз я вот сейчас вот в такой ситуации, то надо из этого как-то находить какие-то плюсы, полностью на максимум все свои возможности, ну, в общем, всеми благами надо пользоваться и, короче, вот так вот. Но молодой человек хоть немец? Он сам, он сам с Казахстана. В 6 лет он переехал в Германию. Вот. И как-то Круто, так мы круто. познакомились. Да. С первого дня вот в Германии, когда я, ну, здесь мы познакомились, уже месяц общаемся, да. И он вот мне помогает и в плане там курсов, и туда, и в разные организации возит, помогает. То есть, да. На этом было все. Спасибо большое, что посмотрели наше видео. Не забывайте подписываться, ставить лайк, колокольчики. Вы все знаете. А также еще раз напоминаю, что внизу будет ссылка на сбор средств. Неважно, сколько вы пришлете, 100, 500, 1000 рублей, мы обещаем, что половина этих денег пойдет на помощь Украине, другая половина денег пойдет на финансирование этих роликов, и мы будем продолжать стараться для вас. Если вы хотите увидеть отчет средств и подписаться на наш телеграм-канал, тоже ссылочка в описании. Всего доброго.